Как одно предложение Бан Ши Хёка могло изменить все, что мир, как ему казалось, знал о BTS? Этот вопрос взорвался в социальных сетях, словно лесной пожар, вызвав домыслы, горе и недоверие. На этот раз это был не слух или фанатская теория. Это высказал сам человек, который построил BTS с нуля. Когда Бан Ши Хёк, основатель HYBE, тщательно подбирал слова и признался, Тэхён еще не принял окончательного решения покинуть BTS, наступившая тишина была громче любого крика на концерте. И в тот же момент Чингук, самый младший участник, самый близкий друг Тэхёна и тот, кто всегда его защищал, как сообщается, лишился дара речи. На его лице отражались смятение, шок и тихий страх. Это заявление потрясло фандом до глубины души. Месяцами ходили слухи о внутренних противоречиях, истощении и переменах в группе. Но признание Бан Ши Хёком того, что решение Тэхёна не было окончательным, открыло дверь вопросам, которые никто не был готов задать. Что происходило за кулисами HYBE? Действительно ли Тэхён думал об уходе? Чтобы понять эмоциональную бурю, окружавшую этот момент, нужно сначала осознать глубокую связь, которая всегда определяла BTS. Более 10 лет эти 7 мужчин росли вместе, преодолевая трудности, победы и жертвы. Но за ярким светом всегда скрывалась тихая усталость, та самая, которую не может исцелить слава. В последнее время Тэхён, известный своей душевной глубиной, начал показывать едва заметные признаки отчуждения. Он меньше говорил во время прямых трансляций. Его улыбка казалась мягче, но отстраненнее. Затем наступила тишина. Дни проходили без постов и обновлений, в то время как другие участники группы оставались активными в сети. Когда Чингука спросили об отсутствии Тэхёна во время сессии вопросов и ответов с фанатами, его нерешительная улыбка и короткий ответ «он отдыхает» лишь усилили беспокойство фанатов. Казалось, его глаза говорили то, что не могли сказать слова. Слова Бан Ши Хёка прозвучали во время закрытой пресс-конференции с руководителями и журналистами. Его фраза была деликатной «еще не решил». Это было не отрицание. Это не подтверждение. Это была неуверенность, та самая, которая разбивает сердце. По словам очевидцев, реакция Чингука была мгновенной. Его обычно спокойное лицо напряглось. Он повернулся к Бан Ши Хёку и прошептал, что ты имеешь в виду, еще не решил? Этот прямой, почти умоляющий вопрос точно передал чувства миллионов армий по всему миру. Действительно ли Тэхён подумывал об уходе? Было ли это истощение, творческое разочарование или что-то более личное, внутренняя борьба, которую никто не мог увидеть? Те, кто знает Тэхёна, описывают его как глубоко эмоционального и склонного к самоанализу художника, который пишет стихи на телефоне между репетициями. Он часто говорил о желании свободы, времени, чтобы дышать и творить от всей души. Заявление Бан Ши Хёка, намеренное или нет, обнажило эмоциональную хрупкость, которая скрепляла BTS все эти годы. Для Чингука это было особенно болезненно. Тэхён был его наставником, его утешением, тем, кто помогал ему преодолевать сомнения в себе во времена трейни. Мысль о том, что Тэхён может уйти, была подобна потере части себя. Источники сообщают, что после этого заявления Чингук замолчал, бледный, замкнутый, пытаясь осмыслить происходящее. В тот же вечер он опубликовал короткое сообщение на Уиверс. Некоторые вещи трудно понять, даже когда думаешь, что все знаешь. Поклонники сразу поняли, что это значит. В течение нескольких часов заголовки облетели Сеул, Токио, Нью-Йорк и Лондон. Тэхён уходит из BTS? Аналитики спорили, было ли это маркетинговой стратегией или же искренним эмоциональным потрясением. Некоторые считали, что HYBE ведет переговоры о его сохранении, в то время как другие считали, что явное горе Чингука доказывает, что дело было в чем-то гораздо более личном. Успех BTS сделал грань между сольной идентичностью и единством группы все тоньше. Сольная работа Тэхёна, его альбом, совместные работы, его художественный стиль продемонстрировала более свободную, интроспективную сторону. Возможно, некоторые фанаты говорили, что Тэхён просто проверяет свою независимость.
Однако, несмотря на слухи, одна правда оставалась неизменной. Тэхён никогда не переставал любить BTS. Однажды он сказал: «BTS – моя семья. Даже если мы пойдем разными путями, наши сердца всегда будут вместе». Эти слова теперь звучат громче, чем когда-либо. Для Чингука это было больше, чем неопределенность, это было разбитое сердце. Во время недавней прямой трансляции, когда его спросили о Тэхёне, он мягко улыбнулся и сказал, он старается изо всех сил. Но в конце его голос дрогнул, и фанаты почувствовали всю тяжесть его слов. Остальные участники молчали. RM не дал никаких комментариев. Чимин молча проверял и Тэхёна, и Чингука. «Он понимает обе стороны», — сказал один из инсайдеров. Тэхёну нужно личное пространство, а Чингук боится его потерять. Решение Бан Ши-хёка заговорить могло быть стратегическим, а могло быть и эмоциональным. Он часто описывал Тэхёна как уникального артиста с вневременной душой. Возможно, он ничего не подтверждал, а просто признавал человечность, скрывающуюся за молчанием. Несколько дней спустя Тэхён опубликовал черно-белую фотографию ночного неба с эмодзи полумесяца. Фанаты, которые его знают, поняли, луна часто символизирует одиночество и размышления в его творчестве. Спустя несколько минут Чингук тихо поставил лайк под публикацией. Никаких слов. Никаких эмодзи. Только молчаливое понимание, цифровой шепот «Я вижу тебя». Один из инсайдеров утверждал, что вскоре после этого они поговорили наедине. «Были слезы», — сказали они. Но было тепло. Чингук сказал ему: «Что бы ты ни выбрал, я буду уважать тебя, но всегда буду надеяться, что ты останешься». Эта фраза передает все, не контроль, а любовь. Не требование, а преданность. После этого фанаты заметили отсутствие Чингука. Он пропускал выступления, молчал в интернете. Источник сказал, что он отдыхает, но ARMY знали, когда Чингук молчит, это значит, что у него тяжело на сердце. Позже их видели вместе на закрытой репетиции. Когда Тэхён вошел, Чингук тут же поднял голову. Сначала они молчали, но когда остальные ушли, Чингук подошел и обнял его. Это продлилось всего несколько секунд, но выразило все, чего не могли выразить слова. Этот образ, два брата, молча держащиеся друг за друга, стал эмоциональным символом всей этой бури. Фанаты по всему миру заполонили социальные сети любовью и поддержкой. Решетка Есу Парк Таe-юнг стал мировым трендом. Миллионы людей присылали ему сообщения, фан-арты и письма, напоминая, что его любят не только как артиста, но и как человека. Возможно, в конечном счете, эта история не об уходе участника. Она о взрослении, том, что причиняет боль, бросает вызов любви, проверяет верность. Она о двух друзьях, которые преодолевают трудности славы, страха и хрупкой красоты человеческого бытия. Потому что BTS — это не просто группа. Это семья. Семьи ссорятся, отдаляются друг от друга и иногда распадаются, но они также исцеляют. И пока существует любовь, есть надежда. Заявление Бан Ши-хёка, возможно, потрясло мир, но оно также пробудило нечто мощное, напоминание о том, что история BTS всегда была написана с честностью, эмоциями и мужеством. И, возможно, когда пыль уляжется, Тэхён посмотрит на своих братьев, на Чингука и на фанатов, которые любят его безоговорочно, и поймет, что некоторые ответы были в его сердце с самого начала. А пока весь мир ждет, затаив дыхание, с трепещущими сердцами, момента, когда Тэхён наконец заговорит, и того взгляда, который увидит Чингук, когда он это сделает. Потому что даже когда молчание разбивает сердце, любовь все равно найдет дорогу домой. Поклонники по всему миру заполонили социальные сети любовью и поддержкой. Решетка Есу Парк Таe-юнг стал мировым трендом. Миллионы людей отправили ему сообщения, фан-арт и письма, напоминая, что его любят не только как артиста, но и как человека. Возможно, в конечном счете, эта история не об уходе участника. Речь идет о взрослении, о том, что причиняет боль, бросает вызов любви, проверяет верность. Речь идет о двух друзьях, которые борются со славой, страхом и хрупкой красотой человеческого бытия. Потому что BTS
– это не просто группа. Это семья. Семьи ссорятся, расходятся и иногда распадаются, но они также исцеляют. И пока существует любовь, есть надежда. Заявление Бан Ши-хёка, возможно, потрясло мир, но оно также пробудило нечто мощное – напоминание о том, что история BTS всегда была написана честно, эмоционально и мужественно. И, возможно, когда утихнет пыль, Тэхён посмотрит на своих братьев, на Чингука и на фанатов, которые любят его безоговорочно, и поймет, что некоторые ответы были в его сердце с самого начала. А пока мир ждет, затаив дыхание, с трепещущими сердцами, момента, когда Тэхён наконец заговорит, и того взгляда, который видит Чингук в этот момент. Потому что иногда самые сильные моменты рождаются не из слов, а из тишины. Та тишина, которая несет в себе 1000 эмоций. Та тишина, которая говорит, что любовь все еще с тобой, даже когда расстояние растет. Для ARMY эта тишина – не пустота. Это вера в то, что связь между Тэхёном, Чингуком и остальными BTS затмит даже самые темные сомнения. И когда придет время, когда голос Тэхёна наконец нарушит эту тишину, мир не просто услышит. Он почувствует. Потому что BTS никогда не стремились к совершенству, они всегда были о сердце. А сердце, как бы далеко они ни забрели, всегда находит дорогу домой. В конце концов, возможно, это не начало конца, но начало чего-то еще более прекрасного, напоминание о том, что любовь, если она настоящая, никогда не угасает.